Смотрите, уже, наверное, сантиметра 3 поднял. Все здесь переделаем. Вот в чем был залог и фундамент старинных домов. Как вы думаете, а если под курицу положить это яичко? Дорогие друзья, всем огромнейший привет! Мы начинаем новую серию с Липового хутора. У нас снова ветер. Сегодня ночью был мороз. Немножко в деревне все приморозило. Попозже приедем, расскажем. Я думаю, к вечеру уже будет более понятная картина, куда конкретно он добрался. Но он был не сильный. -1, 0, где-то так. На Липовом я бы не сказал, что сюда добрался мороз. Яблоньки красивенькие цветут. Вишня тоже красивенько цветет. Цветочки у нее не почернели. Клубника здесь не цвела, но ее ветром вот так вот раскрыло полностью. И по полю уже прошлись культиватором максимально, насколько можно. Он сделал свою работу. Да, остались сорняки, где-то осталось чуть-чуть корней, но основное сделано. Вот такая вот мелочь пооставалась, но ее тут, если так посмотреть, вот чисто сверху. Вот оно. Если посмотреть с той точки зрения, сколько лет на этом поле никто ничего не делал, оно зарастало, дерневело. Ну, вы видели, в каком состоянии оно было. Тут и корчи всякие были. Немного их было, но они были. То я считаю, что получилось очень хорошо. Еще мы посадим тыквы, они переработают землю. Мы по осени еще раз это все перепашем, перекультивируем, возможно, пустим еще фрезу, и тогда, мне кажется, будет вообще все просто шикарно. Почему я решил снять снизу, не до конца, правда, вот эту вот старую вагонку? Потому что, смотрите что. Потому что вот этот вот нижний брус, на который снизу билась вагонка, он сгнил и отошел. И получается, вся вагонка снизу отошла от дома. Вот так вот она выпирала снизу. И казалось, как будто ушел венец. Но венец в хорошем состоянии. Вот он. В очень хорошем состоянии он. Не гнилой, ничего. Даже вот здесь вот снизу. Просто немножко потрескался. Поэтому еще он поживет. Разберу исключительно нижнюю часть, и то не до конца. Вот только там, где он отстал. И все здесь переделаем.
закроет этот под распалку исключительно, его никто выбрасывать не будет. Это меня дед научил. Я хотел всего лишь снять вагонку и заменить нижнюю вот эту планку. Но нет. Теперь я хочу подкопаться и попробовать домкратом приподнять. Почему? Сейчас покажу. Смотрите, какие корни. Неужели эта сирень так разрастается? Вообще просто конские. О, и это все идет под дом. Какой? Есть. Фу. Фу. Много хороших булыжников, хорошие прочные венцы. Вот в чем был залог и фундамент старинных домов. Вот соединение двух венцов, и видно, что левый венец подсел, потому что он вот с этой вот на месте стыка сгнил снизу. Визуально видно по вагонке, что вот она на вот этом вот месте стыка, получается, немножко просела. И вот получается именно за счет этого венца дом так ушел чуть-чуть в середину. Это вот самая хрупкая, самая разваленная стена, которая. Я думаю, что вот заметно, да? Вот стык венцов идет вот этих остальных боковых балок. И вот здесь он просел. А вагонка, так как она цельная, она вся, получается, вот так вот ушла, вот здесь вот. То есть, если сейчас попробовать поднять здесь посередине на месте стыка, то, возможно, немножко выровняется. Если бы не вот этот вот малыш, я бы, наверное, даже не пробовал. Но мне очень интересно, сможет ли вот этот вот аккумуляторный домкрат поднять. Я бы, если бы его не было, я бы даже не полез. Ну, сейчас вместе с вами онлайн попробуем это сделать. Итак, для отслеживания вот поставил я гвоздодер ровно по линии боковой балки. Все тут уже у меня установлено. Пробуем. Я помню, как трещал торец дома. Точнее, весь дом трещал, когда я поднимал торец, когда там менял венцы. Ну что, пробуем. Метка есть. Поехали. Возможно, из-за ветра не будет ничего слышно. Все начинает поднимать. Смотрите. Смотрите. Смотрите, уже, наверное, сантиметра 3 поднял. Открывается везде. Страшно дальше. Вот как его подняло с одной стороны. И вот как его подняло с другой стороны. И вот как отметки ушел. Ну, 3 сантиметра, я думаю, есть.
Еще выше, наверное, на сантиметра полтора точно я поднял. Подкладывал доски. Но не только это. Самое главное, что я выровнял плюс-минус вагонку и стенку. Я еще поднял балку в доме. Верхнюю, которая на потолке. Вот эта вот центральная балка была очень сильно просевшей. То есть она была, ну, вот так вот. То есть вот те сантиметры, которые я поднял стену, настолько же я ее поднял. Она очень криво смотрелась. А сейчас она плюс-минус одинаково. Поэтому еще один плюс того, что я все-таки решил попробовать приподнять дом. Все. Обратно на бетонные блоки у меня были такие. Там мне булыжники. Обратно на это все поставили дом. На самом деле, друзья, вот этот вот домкрат мне облегчил работу. Справился на 101%. Только что снова видел выдру. Не получилось вам ее снять. Она меня только увидела и сразу нырнула. Но они так быстро плавают. Она буквально за секунд 5 проплыла, наверное, метров 40. И всплыла в другой стороне, и я тоже не успел ее снять. Ну что, немножко пришлось повозиться с этой стенкой, но все это мы сделали не зря. Чуть-чуть подняли дом и выровняли балку крыши в комнате. Сняли нижний ряд вагонки, демонтировали нижнюю речку, которая сгнила, из-за которой выперла весь низ вагонки. И набили пароизоляцию, которая будет выполнять функцию рубероида, защищать дом от непогод, от влаги, от сырости. И набил я пленочной стороной. Есть сторона пленки, есть сторона ворса. Сторона пленки получается со стороны улицы, а с той стороны дом будет дышать. А на сам дом не будет попадать влага. Я сегодня ж на хуторе был, и звонит мне Яна, говорит, я тебе сюрприз готовлю.
какой сюрприз, тебе понравится. И вот я все это время, что был на хуторе, все думал, что она там готовит. Какой сюрприз она готовит. Чуть бы намекнула даже. Ну вот я приехал, вот, пирожки, вот это вот просто моя слабость. Не просто пирожки, а пирожки внутри с картошкой. Но мы уже покушали, когда приехал, я уже попробовал. Но не просто пирожки, а пирожки с борщом, с капустой. Пирожки с картошкой и с борщом меня научили только здесь есть. Я раньше не думал даже, что пирожки нужно есть с супом. Но они очень вкусные, обязательно Яна как-нибудь поделится рецептом, потому что она делала их первый раз, и у нее все получилось. Говорит, немножко теста где-то там забила, но в целом получилось. Может, и не забила, я, может, придираюсь. Может, ты придираешься, потому что я их ел у бабушки Тани, она очень часто готовит пирожки, только она, наверное, не жарит, да, она больше на пару их делает. Нет, и жарит по-разному. Ну, в основном больше на пару они, но они тоже вкусные. Сейчас очень много дел на улице, мы постоянно там находимся, всегда. Мы стараемся ужинать в 6-7, выходные дни только можем себе где-то там изменить. Вот как на этих выходных было, мы картошку делали на костре в казане, как бы поздновато. А так стараемся часиков в 6, ну максимум 7. И бывает вечером хочется кушать, ты целый день тратишь энергию, и вечером уже в часиков 9 хочется что-нибудь перекусить. И в этом спасает коктейли от Горчибао. У нас их 3 вкуса: шоколад, малина и ваниль. Мой самый вкусный, самый любимый это ваниль, а Яна любит с малиной. Их пить можно с молоком, с водой. Я люблю с теплой такой водой, они хорошо размешиваются, хорошо растворяются и хорошо пьются. Чуть за перерыв не схватился. Очень ценный продукт этот. Почему? Потому что в нем 5 грамм белка, это в одном саше, 0,3 грамма жира, 12 грамм углеводов, 2 грамма пищевого волокна, 75 калорий. Он заменяет полноценный прием пищи, снижает калорийность питания, уменьшает аппетит. И вот эта вот пачечка, здесь 5 саше, она компенсирует 5 приемов пищи. Благодаря коктейлям от Горчибао мы в течение дня с Яной можем есть практически все, что угодно. И шашлык, и жареное, там, и пареное, и на жире, и все остальное. Знаем, что вечером нам нужно будет в этот день разгрузиться. Мы сделаем себе коктейльчик, его вечером выпьем и будем сыты. И также с этой линейки, что у нас есть, это дренаж, который выводит лишнюю жидкость, снимает отечность, контролируешь объем тела, и также он ускоряет обмен веществ. И также коллаген. Ни для кого не секрет, все прекрасно знают, что после 25 лет его рекомендуют пить. Это главный структурный протеин, который формирует наше тело и обеспечивает прочность тканей. И по необходимости наш любимый, это магний растворимый, для тех, кому сложно пить таблетки. Замечательно растворяется, замечательно пьется. Мы его пьем на ночь. Сон просто изумительный. Весь продукт со знаком качества сертифицирован. Если кого-то что-то заинтересовало, переходите по ссылке в описании, ознакомливайтесь и заказывайте. Чуть опять за пирожок не схватился. Вот это летит черный аист. Черный аист. Реально черный аист? Ну да, это черное что-то. И красный клюв. Да, это черный аист. Да, и красный клюв.
Приехали мы снова на хутор. Сегодня я продолжаю заниматься стеной. Сегодня буду бить уже вагонку. Приехала я вместе с Яной. А Яна будет заниматься своим любимым делом. Уже пора косить. Да. Косилку ручную, газонокосилку. И Яна будет тут сейчас красоту наводить. Уже пора. Ну да. Надо вот такой, как раз травка сейчас такая мелкая. Если ее вовремя косить, не будем запускать, то будет легче нам это делать с тобой. Уже у нас и на хуторе чуть-чуть начинает желтеть, да? Ну, чуть-чуть, да. Чуть-чуть. Хотя писали многие подкормить карбамидом, селитрой. Мы подкармливали. И в деревне, и здесь мы все подсыпали, проливали. Поэтому очень было много комментариев подкормить этим. Нашатырным спиртом. Нашатырным спиртом. У меня как раз есть. Я 2 ложки на 10 литров. Да, я покупала он специально там для огорода. У меня дома стоит. В деревне мы пока не подкармливаем нашатырным спиртом, потому что мы же биогумусом подкормили. Я думаю, что там каждых 3 дня подкармливать точно ничего хорошего типа не будет. Поэтому в следующий раз, как приедем, подкормим чеснок. Я ж не знала, что он тоже начал. Видишь, ему что-то не хватает. Как солнышка нет, земля холодная, писали. Вот. И все, ну как бы так неплохой, правда? Да. Но сухо, хотя дождь был, а сухо. Надо полить.
Это маленькое яичко. Голубенькая, очень красивая. Надо посмотреть, кто несет голубые яйца. Но самое интересное, что нигде нету гнезд. Никаких. Как оно здесь очутилось. Я его чуть не скосила. А как ты его заметил вообще? Закосила и заметила, что это голубое, такое бирюзовое. И все. Остановилась. Подумала, что это алмаз. Холодное. Не знаю. Как зрители сейчас подумают, я с ума сошел. Как вы думаете, а если под курицу положить это яичко? Оно же, возможно, будет же заигранное, наверное. Ну да, должно. Мы прочитали? Мы прочитали, это может быть дрозд, какая-то зарянка, робин и еще какая-то птица. Но больше на дрозда похоже, яйцо мы дрозда. видели яйцо, прям такое дрозд. Тут нет никаких гнезд, ничего. Вот напишите в комментариях, если посадить под курицу, положить под курицу яйцо, вылупится дрозд. Заберем. Я не знаю, давай заберем. Какая разница? Баба скажет, вы с ума там сошли. Все равно они куры сидят на яйцах. Чисто просто. Вы представляете, что произойдет? А курицу не раздавят такое маленькое яйцо? Да, потом лежать будет среди других. Я не знаю, так не факт, что мы его положим. Вообще, ты представляешь, что будет с черной курицей дрозд ходить? Да, действительно. С ума, дед с бабой скажут, вы сошли с ума. Мне что-то кажется, что может курицу раздавят. Его бы если в инкубатор. Так у нас есть инкубатор. Что мы ради одного яйца инкубатор заложим? Почему нет? Ладно. Посмотрим. Такое красивое вообще. Обалденное. Не зря же ты его нашла, это знак. Представляешь, у тебя будет на хутор с тобой, ты хотела собаку, с тобой дрозд ездить. Ладно, пришли, тут времени уже нет. Уже что-то начинает вырисовываться, правда? Угу. Так уже смотрится приятно, потому что вот эта вот сторона прям вообще пугала. Он так, вроде так красивенько, но подъезжаешь, и тут вот этот угол, он прям все портил. Но сейчас даже очень хорошо. Я думаю, что мне этой вагонки хватит и на ту сторону. Только ту сторону нужно будет... Вот так я не сделаю. Вот эту часть. Там полностью всю стенку сделаем горизонтально. Угу. Во-первых, мы там хотим что-то пристроить. В будущем думаем... Вертикально. Горизонтально. А, так хочешь горизонтально? Конечно. А я думала вертикально. Нет, горизонтально. А. Во-вторых, не сойдутся почему-то вот эти две стороны. То есть, если тут доделывать вот так же, то получится... С той стороны они и выше смотрятся. Как будто бы дом все-таки просевший, хотя мы его поднимали. Будет некрасиво. Поэтому всю эту сторону зашьем, и она будет монолитная, красивая, аккуратная. Ну а здесь вот так вот на сегодня мы уже закончим, потому что погода, во-первых, портится. Как будто сейчас какой-то дождь начнется. И нужно детей сегодня на футбол вести, у них сегодня тренировка. Угу. Я им пообещал, что я буду каждую тренировку с ними. Поэтому, если получится, может быть, вам подснимем что-нибудь. Здорово получается. Яна за это время покосила весь двор полностью. Прополола свою солнечную клумбу, грядку, как она ее называет по-всякому, подготовила уже. В таком состоянии у нас та земля, которую мы пахали. Она, напомню, передискована, перепахана и
Еще прошлись культиватором. Все собрали. Осталось совсем там чуть-чуть. В принципе, уже можно садить тыквы. Только сколько их там будет, я не знаю. Где нам сил набраться, столько тыкв насадить. И разобрал я нашу кучу компостную. Будем делать в другом месте. Она здесь уже не смотрится. Все, друзья, будем на этом заканчивать серию. Получилась исключительно хуторская. У нас готова земля, чтобы садить тыквы. Ты уже насобирал тыкв? Ну да. Просто все вам сли, да? Мы не только тыкву И будем немножко садить. попробуем посадить картошку. Да. Как она тут будет. Посмотрим. Подняли дом снова. Снова мы его немножко приподняли, выровняли, достали его из того состояния, в котором он был. Никто, намного пишут подписчики, никто не верит в то, что вот он действительно когда-нибудь так заживет такими заездами. Но он уже на самом деле преображается и имеет такой очень хороший вид. Начали обшивать стенку вагонкой, обшили нижний ряд. В следующий раз приедем, будем зашивать выше, там уже будет немножко легче. Там были сложности, нужно было нижний венец подрезать, чуть-чуть выравнивать, чтобы оно красиво смотрелось. И будем заниматься дальше стенкой. Что дальше еще будет? Наверное, будем огород садить, что-то будем делать. Дело вот так вот, как всегда. Заканчивать будем на этом серию. Спасибо, что вы у нас есть, что вы нас смотрите, что вы нам пишете, что вы на нас подписываетесь, ставите лайки. А мы вас всех любим, всех обнимаем. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока. Заброшенный хутор, где лес дышит глушью, озеро дикое смотрит в окно. Тропы забыты, в траве только стужа, эхо лишь шепчет, здесь было давно. Но мы оживим, мы дадим ему имя. Здесь будет тепло, здесь будет свет. Хутор уснет и проснется иным. Заброшенным больше он не станет, нет. Скрипнула дверь под рукой осторожной, пыльные стены, покос крыши седой. Но слышится песня сквозь тишину ложной, словно зовет нас в свой мир непростой. Костер зажжем, ночь растает в дыму, старый хутор вновь станет домом кому. Но мы оживим, мы дадим ему имя. Здесь будет тепло, здесь будет свет. Хутор уснет и проснется